Mesdames et messieurs, bonjour, comment allez-vous, ça va? Я вам всегда показывала не туристические кварталы Парижа, 16 или 13, а сегодня я вам предлагаю прогуляться, но в самом что ни на есть туристическом квартале. Мы с вами пойдем к Эйфелевой башне на Марсово поле. Посмотрим, что там помимо Эйфелевой башни есть еще интересного. Самые богатые страны мира имеют свое посольство в 2 шагах от Эйфелевой башни. Ну вот хотя бы государство Эфиопия. Вот это их посольство. И вот у них великолепный вид на Эйфелеву башню. Сейчас я вам покажу. Вот она. Ну, понятно, что здесь не только посольство, но и жилые квартиры. Причем здесь очень дорого. Ну, клише такое. Иностранцы богатые очень любят покупать квартиры вот именно здесь, именно с видом на Эйфелеву башню. А вы бы хотели иметь квартиру с видом на Эйфелеву башню? Это точно с видом на Эйфелеву башню. Сегодня во время нашей прогулки мы поговорим не только о красотах Парижа, но и о том, на что следует обратить внимание. Париж – это город мечты для многих людей из самых разных стран. Красивая архитектура, богатые музеи, старинные кварталы, вкусная кухня и мошенники. Париж – достаточно безопасный город, но не забывайте, что это огромный туристический центр. И многие, приезжая в Париж, полностью поддаются романтике этого города, пребывают в восторженном настроении. И часто в такие моменты не хочется думать ни о чем обыденном. И получается, что человек в Париже может легко стать жертвой мошенников, которым только и нужно, чтобы потенциальная жертва находилась в состоянии расслабленном и доверчивом. В любом большом городе туристы невнимательны, рассеяны с деньгами, с камерами, и мошенники никогда не упустят благоприятную возможность. Нет причин для страха, но, как известно, береженного Бог бережет. И еще предупрежден, значит вооружен. О схемах сравнительно честных методов отъема денег, которые процветают в Париже, можно делать отдельное видео. Но то, что меня поразило здесь, возле Эйфелевой башни, то, что сразу бросается в глаза, это наперсточники и мошенницы с бумагами. В туристических местах Парижа, возле Эйфелевой башни, около Лувра, например, или на Монмартре, вы можете встретить вот этих дам, это всегда дамы, которые будут на неродном для вас французском языке настойчиво призывать подписать какую-то бумагу, где уже стоят несколько подписей. И это выглядит как коллективное письмо. И они будут говорить вам, что это якобы на благотворительность, это фонд помощи кому-то, чему-то. Но вы не понимаете, что там написано. Если вы знаете французский, кстати, то эти дамы вдруг сразу становятся глухонемыми и жестами активно будут требовать у вас подписать подобное прошение. Быстро уходите прочь. Если вы поставите крестик, если вы подпишетесь, то они просто наедут на вас и заставят отдать 10-15 евро. Так что основной способ избежать неприятностей – сторонитесь людей, которые непонятно чего от вас хотят. В туристических кварталах Парижа можно увидеть вот таких игроков наперстки. Обычно это целая банда. Кто-то следит, чтобы не было полиции, кто-то разыгрывает спектакль перед туристами. Так что самый лучший способ выиграть у наперсточников в Париже – это никогда не играть с ним. Еще 2 девицы подошли сейчас ко мне. Распишитесь, дайте денежек. Я думаю, что эти девицы, эти вот там парни, это все одна шайка-лейка. Да, мигрантов полно здесь тоже, полно. Сейчас конец октября, каникулы детские. И очень много туристов, как, впрочем, много и французов, приехавших из других городов. Вот раньше можно было пройти прямо под Эйфелевой башней. Вот все. После терактов 2015 года не пройдешь. Стеклянная стена вокруг. Вау, какая очередь. Здесь вход. Если вы купили билет по интернету на официальном сайте Эйфелевой башни, обычно там дается время посещения. Вот вы приходите сюда. Здесь у вас вход avec billet, то есть с билетами. Конец октября необычайно теплый. Туристов очень много сейчас в Париже, очень много. И вот здесь тоже, видите, вход с билетом. Кстати, здесь вот с западной стороны вообще никого нет. Если с восточной там очередь была, то здесь вот
Люди не знают, видимо, про этот вход и идут с другой стороны. Ну вот так, видите, со всех сторон Эйфелева башня окружена стеклянной стеной, либо вот непонятно, что здесь сеткой такой, и несколько входов на территорию под Эйфелевой башней. Эйфелева башня была построена в 1889 году для Всемирной выставки. Построена, чтобы показать достижения французов в области металла, металлоконструкций. Это было самое высокое сооружение в мире – 312 метров. И в течение 40 лет Эйфелева башня оставалась самым высоким сооружением мира. Известно, что французам она ужасно не понравилась, что ее требовали немедленно разобрать. И известные писатели французские приходили обедать в ресторан на Эйфелеву башню. Таким образом, они не видели это уродливое сооружение господина Эйфеля. Сейчас Эйфелева башня – это символ города Парижа, и привлекает она миллионы туристов. На Эйфелевой башне 3 этажа. Первый этаж находится на высоте 57 метров. Здесь, кстати, имеется ресторан, называется 58 Тур Эйфель. Второй этаж находится на высоте 115 метров. Здесь тоже есть ресторан, достаточно известный гастрономический ресторан, называется он Жюль Верне. И третий этаж – это высота 276 метров. На третьем этаже только смотровая площадка, ресторанов здесь нет. В этой части Марсового поля восстанавливают газон. Надеюсь, что птички все семена не склюют. Марсово поле – это большой парк. Территория этого парка 24 гектара. Ну а названо Марсово поле в честь бога войны не случайно, ведь здесь проходили обучение офицеров, здесь проходили военные парады еще с 18 века. Именно тогда, в 18 веке, здесь была построена военная школа, и именно в этой школе учился и будущий император Франции Наполеон Бонапарт. В прошлом году, 21-м, на Марсово поле переехал Большой дворец. Ну, как известно, Большой дворец находится на Елисейских полях, но Париж сейчас готовится к Олимпиаде, поэтому очень много памятников реставрируется, и закрыт Большой дворец до 24 года. Поэтому выставки временные теперь проходят не в Большом дворце, а здесь, вот в этом эфемерном, как его называют, в эфемерном Большом дворце на Марсовом поле. Парижская мода, смотрите, сегодня плюс 22, дамочка в шубе идет. Это 7-й округ. Вау. Эта улица называется Авню Сюфрен. И вот если перейти дорогу, то вы сразу окажетесь на Марсовом поле. Но сейчас электрические машины развиваются все больше и больше. Вот видите, здесь можно зарядить машину. Кстати, моя машина, она уже старая, на дизеле. Из 25-го года машины, которые работают на дизеле, не имеют права ездить по Парижу и по многим другим городам. Так что надо что-то делать, машину придется продавать. В 2 шагах от военной школы находится, вот смотрите, написано «Village Suisse», то есть швейцарская деревня. 150 антикваров, галереи. Давайте зайдем, посмотрим, что это такое. Среди вас есть любители антиквариата. Приходите сюда, в эту деревню. Такая деревня, не слышно шума городского, или почти не слышно городского шума. On le date autour circa 1900. Il y a une galerie qui les vend exactement les mêmes, la paire 18 000. C'est un prix. Oui. Boisé. Et surtout le noyer qui est très compliqué, parce que ça c'est du noyer. En fait, c'est du noyer. Et c'est pour ça que c'est beau aussi, très beau. А здесь площадь Цюриха, Цюрих. Каждая площадь названа названием, вернее, какого-то города в Швейцарии. Из этих магазинов пахнет старьем, старой мебелью, 19-18 веком. Ну, слушайте, есть любители, кто покупает антиквариат. Вот 2 таких стула стоят 450 евро.
Вот так посреди этих современных домов небольшая деревушка одноэтажная, вернее, как ее называют, деревня швейцарская. Помидорчики растут. В 2 шагах от швейцарской деревни находится военная школа и дом инвалидов. В 7 округе сразу прям так все богато. Чистые тротуары достаточно, зелено. Вот, смотрите, как все в зелень высажено здесь на тротуаре. Вообще 7 округ один из самых дорогих и престижных округов Парижа. На всех скамейках спят бездомные. Идея создать особую богадельню для солдат, потерявших здоровье в боях за короля, давно приходила в голову и Генриху IV, и Людовику XIII, но только Людовик XIV подписал эдикт о сооружении священного приюта для славных ветеранов. Строили новую богадельню с размахом. Комплекс Дома инвалидов имеет почти полкилометра в длину и 400 метров в ширину. И строение, и крепостные рвы, и пушки над ними до сих пор впечатляют посетителей, неравнодушных к воинской славе. Особенно внушительно выглядят трофейные пушки, захваченные доблестными французскими войсками не только в победоносных, но и в проигранных войнах. Особенно популярны среди публики 18 пушек батареи «Триумфа». 8 из них принадлежат к знаменитой серии «12 апостолов», отлитых для короля Фридриха I и взятых Наполеоном под Веной. Потом пушки были вывезены немцами в Берлин, а потом их снова перетащили сюда, в Париж, французы. После многих сомнений и споров французы все-таки были причислены к числу победителей в последней мировой войне. Дом инвалидов принадлежит Министерству обороны. Здесь находится музей армии, здесь действующий военный госпиталь, и Дом инвалидов – это официальная резиденция военного губернатора Парижа. Военный губернатор – это должность во французской армии, и военный губернатор Парижа является гарантом защиты населения Парижа и парижского региона. Военный губернатор подчиняется президенту Франции, и он отвечает за организацию крупных национальных церемоний, таких как, например, военный парад в день взятия Бастилии на Елисейских полях. Собор Дома инвалидов является музеем. Именно здесь находится гробница Наполеона I, потому что в 1840 году останки Наполеона были привезены с острова Святой Елены в Париж. Именно здесь, в этом соборе, Наполеона I теперь захоронили. Сегодня 24 градуса. Африканская жара накрыла Францию сейчас. Ну вот отойду подальше, вам расскажу. Полицейские, кстати, подъехали на велосипедах. Вот там наладили бизнес, очень даже неплохой, сувенирами торгуют, вот этими сердцами. Причем люди европейской наружности. И давайте, говорит, мы вас с этими вот сердцами сфотографируем. Какие-то деньги за это берут. Полиция уехала, видите, бизнес опять сейчас будет на месте. Этот район я снимала, когда во время ковида, когда мы сидели на изоляции. Но можно было сюда прийти, никого не было вообще. А сейчас все вернулось на свои места. После Трокадера открыли такую еще одну швейцарскую деревню. Смотрите, но с ресторанами уже. И здесь можно попробовать кухню Швейцарии. А вот там указатель аквариум, то здесь парижский аквариум. Достаточно интересный, кстати. Но совсем недавно я выпустила видео бранч в Шангри-Ля в Гонконге. Но хочу вам показать гостиницу Шангри-Ля в Париже. Она находится в 2 шагах от Эйфелевой башни. Из окон этой гостиницы видно Эйфелеву башню, естественно. И здесь очень вкусный ресторан. Вернее, здесь 2 ресторана. Один с азиатской кухней, один, такая, что французский говорит, фюжьон, смешанная кухня. Это, кстати, особняк 19 века. Мне разрешили немножко снять. Я сказала, что я гид, и я работала с туристами, которые здесь останавливались, и только тогда мне разрешили.
друзья, наша прогулка подошла к концу. Надеюсь, что вам было интересно. Спасибо, что вы смотрите мои видео. Спасибо вам за ваши доброжелательные комментарии. И, как всегда, до новых встреч на канале «О Франции не только». Пока!